Приветствую вас на канале и в сообществе Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас очередной Wow маникюр, и на этот раз тематика фантастически красивый фильм «Аватар». И да, покажу, как носится дизайн с печатью на принтере. В предыдущем видео показывала мастер-класс вот этих ярких и красивых попугайчиков. Носила, конечно, маловато, чуть больше недели, но думаю, так видно, что носится как и обычное гель-лаковое покрытие, учитывая мою просто зверскую носку. И в этом видео уже спиливаю их. Нет, они не надоели, хорошо носились и носились бы дальше, но решила как можно чаще показывать красивые вау маникюры на своих ноготках. Итак, я спилила предыдущее покрытие. В этот раз чуть-чуть их укоротила и немножко чуть более заострила. Сам процесс маникюра в этом видео опущу и перейду сразу к дизайну. Ноготки у меня уже подготовлены, я их слегка выровняла базой для гель-лака. В качестве подложки безымянный и средний перекрываю плотным белым гель-лаком. Сначала тонко прокрашиваю кистью из флакона и затем тонко дорабатываю возле боковых валиков и у кутикулы. Ноготки перекрыла в 2 слоя и окончательно хорошо просушила. А далее с выполнением вау-дизайна мне поможет принтер для ногтей. Чуть более подробно о комплектации, подключении и так далее этого малыша рассказывала в видео с дизайном Титаник. Оставлю ссылку в описании под видео. И да, так как назревает очень много вопросов, в ближайшем времени выложу отдельное видео со всеми плюсами и минусами данного принтера. А сейчас коротко: подключается он к мобильному по сети Wi-Fi и работает через специальное бесплатное приложение. Чтобы при печати кожа вокруг ногтя не испачкалась чернилами принтера, промазываю специальной Nail маской, или по-другому производитель называют Skin Defender, Nail Defender, и затем для печати прокрашиваю специальным принт-гелем. Стараюсь нанести наиболее тонким слоем, но равномерным, чтобы не было нигде проплешин. Рациональнее было бы сначала открыть приложение и подготовить необходимую картинку, и уже затем прокрасить, чтобы во время настройки и подготовки картинки не свести этот жидкий принт-гель. Я открыла приложение, выбрала картинку с телефона. Выбрать и напечатать можно совершенно любую картинку, фото со своего телефона, либо сохраненные с интернета. Выбрав область печати картинки, также мне нужно зеркальное расположение. Я нажала специальную кнопочку, и изображение перевернулось зеркально. Палец устанавливаю внутрь принтера, внизу отщелкивается подушечкой, тем самым хорошо прижимает палец, и он стоит недвижимый внутри принтера. Также внутри принтера включается камера, и на экране своего сотового я вижу, что происходит внутри. Вижу свой палец, боковые валики и сам ноготь. Нажав прозрачный режим, корректирую изображение, уменьшаю, расширяю, настраиваю так, чтобы изображение разместилось четко, как мне нужно напечатать. Все, ноготь, картинка, принтер, все готово, и нажимаю ОК, печать. Начинается самый завораживающий момент. Выбранные мной картинки очень плотные и насыщенные. Принтер печатает их чуть менее минуты. Момент залипательный, но я все же его немножко укоротила. На экране моего сотового видно, что происходит внутри принтера. Камера, конечно, чуть-чуть запаздывает, бывает, но это все зависит от Wi-Fi соединения. Мой ноготок готов. Аккуратно вынула из принтера, так как принт-гель еще жидкий, и в жидком состоянии он глянцевый. Ставлю на просушку в лампу, 30 секунд будет достаточно. Один ноготок готов, он просушен и ничего не смажется. Перекрываю принт-гелем следующий ноготок. Для наглядности телефон ставлю специально на принтер и сняла также переднюю вот эту крышку, чтобы видно было, что происходит внутри. Я выбрала картинку, выбрала область печати. Устанавливаю палец внутрь принтера, отщелкивается подушечка и прижимает его, чтобы он хорошо стоял. Корректирую расположение и размер картинки и нажимаю печать. В перчатках не очень удобно это делать, так как сенсор экрана сотового плохо срабатывает. Но с нескольких попыток я все-таки нажимаю «Да», печать, и начинается этот завораживающий момент. Включение и подключение принтера и настройка картинки и сама печать занимает где-то в районе 2 минут. Плюс, да, заранее я, конечно же, попробовала, чтобы посмотреть цветопередачу, как же будут выглядеть эти картинки. Но и для меня, рисующего человека, я бы могла от руки нарисовать что-то похожее. Заняло бы это от 20 до 30 минут на один ноготок. А я же напечатала где-то минут за 5 оба ноготка, вместе с просушкой и со всей настройкой. Убираю Nail маску, она снимается очень легко.
подковыриваю и снимается вот такой вот одной целой лентой. Какие-то недочеты вытираю салфеткой, смоченной в жидкости в обезжиривателе. Для дальнейшего выполнения дизайна вертикального градиента на палитру наставляю гель-лаки выбеленно-мятный, насыщенно-голубой, ярко насыщенно-синий и темно-темно-фиолетовый, такой чернильный. Данные цвета я буду использовать в дальнейшей прорисовке и градиенте. Печать на ногтях можно было оставить и так, но какая-то есть незавершенность, и я, конечно, решила докрасить вот эти вот пустые белые области. Круглой кистью шириной 2 мм наношу сначала выбельно-мятный на вот эти белые области, закрашиваю их. Зафиксирую промежуточно в лампе, затем наношу насыщенно-голубой. По бокам по свободному краю растушевывая к центру. И немножко возле кутикулы и сбоку также растушевывая к центру. Промежуточно фиксирую в лампе и насыщенно синий смешиваю с каплей матового топа. Этой же кистью, ширина ее, напомню, 2 мм, то есть не самой тонкой, волнообразными движениями наношу вот этот полупрозрачный синий. Получаются такие слегка неровные, волнистые полосы, имитирующие, напоминающие окраску кожи тех самых аватаров. Полосы эти очень похожи на какой-то окрас зебры, только в синих тонах. Просушиваю промежуточно и самым светлым участвующим в градиенте цветом гель-лака тонко прокрашиваю мизинец и указательный. Не просушивая, посыпаю их прозрачной мелкой акриловой пудрой. Ручку переворачиваю, стучу по пальчикам, чтобы излишки пудры осыпались. Просушиваю 1 минуту и жесткой щеточкой тщательно очищаю от остатков пудры. Круглой кистью шириной 2 мм наношу в центр самый светлый гель-лак, это у меня выбельный мятный, по бокам 2 мм насыщенно голубого и у самых боковых валиков 1–1,5 чернильно-фиолетовый. Этой же кистью шириной 2 мм четкими продольными движениями сверху вниз, то есть от кутикулы к свободному краю, перемешиваю цвета между собой. Периодически кисть вытираю об влажную салфетку или салфетку смоченного обезжиривателя, но советую проверить, чтобы жидкость не портила кисть. Таким образом, градиент сделал в один слой, если не считать однотонной тонкой подложки, которую пересыпала акриловой пудрой. Градиент зафиксировала в лампе и поверх этого градиента прорисую имитацию окраса этих самых аватаров. Напомню, ярко-синим, смешанным с матовым топом, прорисовываю волнообразными движениями что-то напоминающее окрас полосы зебры, чтобы орнамент более похож был на окрас аватаров. Кисть вытерла об салфетку и практически сухой кистью пройдусь по центру некоторых этих полос, как бы вытирая этот гель-лак. И получаются такие полосы, немного напоминающие акварельную технику. Окончательно хорошо просушиваю дизайн и перекрываю все ноготки матовым топом. Я решила использовать матовый топ с блестящими серебристыми хлопьями. Для наглядности специально показываю, пока матовый топ не просушен, он глянцевый, чтобы видеть разницу, как же будет выглядеть этот дизайн в глянцевом варианте. По очереди перекрываю каждый ноготок, промежуточно просушивая в лампе. И уже окончательно досушиваю все ногти минимум 1 минуту. И мой вау-маникюр в стиле аватар готов. Что скажете? В этом видео я предложила идею и самый быстрый способ выполнения данного дизайна и маникюра. Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. Не забывайте ставить лайки, так я вижу, что вам нравится мое творчество и мой контент. А также не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых видео!